Народ, я не знаю, как вы относитесь к субпродуктам. Все относятся по-разному. Я вам скажу так. Есть огромное количество достаточно дешевых кусков говядины, свинины и разных других животных, которые, скажем так, вы платите за дешевизну своим временем. То есть вы можете купить дешевый кусок там свинины, какие-то копыта, сделать свиные уши. Они дешевые, но они офигенно вкусные. Желатинизированные свиные уши — это просто божественно. Но да, это не будет за 5 или 10 минут, как стейк. Типа, да, вырезку можно пожарить 2 минуты, у вас стейк, вы нарезали его, полили соусом, и у вас все офигительно. Но если хочется сэкономить, вы можете взять практически любой кусок мяса, потратить немного своего времени или много своего времени и получить офигенное блюдо. Просто дешевле. Спонсор видосика все майки.ру. Сегодня на мне офигительная футболка вот с таким психоделичным принтом. Между прочим, у меня еще волк на рюкзаке. Скоро, кстати, учеба начинается. Нужно же в чем-то учебники носить. Вы только зацените, какой офигенный принт, какие цвета, какое качество. Само собой, все это можно купить на всемайки.ру. 3 причины, почему вам нужно пройти по ссылочке в описании на всемайки.ру. С одеждой от всемайки ты можешь выделиться из толпы и найти единомышленников. Ты можешь подарить незабываемые эмоции близким, сделав приятный и особенный подарок. Ну и само собой ты можешь создать собственный дизайн в конструкторе или, например, отредактировать уже готовый дизайн под свой вкус. Есть редактор. Небольшая тайна, со всемайки.ру еще и зарабатывать можно. Для этого нужно стать участником партнерской программы. Переходи по ссылке в описании, заказывай, вводи промокод и получай скидку целых 10%. У меня сегодня бычьи хвосты. В чем их тема? Они относительно недорогие, как и любые субпродукты. Их мало кто покупает, потому что что такое хвосты? Хвосты — это типа здоровенный какой-то хрящ, мясо вроде как есть, и что они должны из себя представлять, как это готовить, жарить, тушить. Это не стейк, не вырезка, не лопатка, и большинство людей не понимают, зачем это вообще нужно. Сразу оговорюсь, данный рецепт подходит для чего угодно, что нужно тушить. Реально, любые копыта, хвосты, уши, что угодно, что вы найдете, что вам по карману, всякие жесткие мышцы у животного, которые работают, они по этому рецепту получаются офигенными. Просто в нашем случае это говяжьи хвостики. Я небольшой мастер разделки говяжьих хвостов. Видите, тут даже несколько надрезов. Я пытался найти, где же у них суставы. Фишка, короче, походу в том, что у них достаточно большие, скажем так, суставы. Их приходится вот так ножом обрезать, смотреть, где все это дело шевелится, и тогда уже раскраивать. Вот. Лучше, конечно, рубить, но я не хочу заниматься рубкой. Объясню почему. Почему я вот так вот отрезаю. Потому что если рубить, то, видите, хрящики могут расколбаситься на такие кусочки мерзкие. Я ненавижу, когда вот ты ешь что-то, и там кусочки кости. Я лучше еще раз подточу нож, там как-нибудь вот так позабуряюсь. Иногда нужно вот так обрезать со всех сторон. Иногда получается вот так с одного раза просто отрезать кусок хвоста. Получаются вот такие вот хвостишные стейки. Главное, вот так. Не так уж и сложно. Главное находить, где же тут суставы. Достаточно много соли и достаточно много перца. И чуть-чуть маслица, потому что сейчас все это дело будем обжаривать и карамелизовывать. И вот так перемешиваем, чтобы соль, перец были везде. Чтобы вы понимали, я выпендриваюсь своим чудесным грилем, но это все прекрасно делается на сковородке и прекрасно делается в духовке. Я просто в разжигайке разожгу немного угля, точнее, достаточно много угля, потому что нам нужно, чтобы он работал всю ночь. Сейчас объясню, зачем. Короче, народ, я объясняю, в чем тема. Фишка в том, что я надеюсь, что в этом яйце мы потушим наши хвосты в бульоне, все будет обжаренное, само собой, до утра. Сейчас почти 12 ночи, мы их, само собой, обжарим ради корочки, карамелизация, бла-бла-бла, все эти дела. Но тушить мы их будем реально долго. Почему? Я не знаю, сфокуситься или нет. Вот почему. Потому что вот эта кость, вот этот желатин, вот это вот
вот этот вот коллаген, все это должно вытопиться, народ. И все это должно дать нажористость. Ну и пока все это дело разжигается, давайте нарежем овощички. Обжаривать сельдерей, конечно, дело неблагодарное. Эта штука состоит практически полностью из воды, но у него есть свой вкус, поэтому мы его добавим. Обжариваем все овощи, которые есть. Только есть одна фишка. Лук, чеснок, сельдерей, морковь. Это все прекрасно. Но если у вас есть картошка, не смейте ее добавлять вечером, потому что с утра вы достанете непонятное пюре. Вот это вот все превратится в такую нежную подливу. Но картошку засовывайте в самом конце за час до готовности. Я думаю, это и так всем понятно, я просто на всякий случай сказал. Здоровенную морковину тоже... разрезайся, какая плотная морковка. Тоже разрезаем на какие-нибудь кубики. Они все растушатся, будет нормально. А теперь, народ, все очень просто. Заметьте, я не давлю на вас по ингредиентам, типа... Вы должны взять морковь, вы не должны брать лук, вы должны взять капусту, картошку, понятно, ее как бы потом, в самом конце. Фишка в том, что вы берете те овощи, те специи, которые хотите, но задача все карамелизовать, потому что это вкус. Попробуйте однажды просто сварить куски мяса, да, или их сначала обжарить и потушить, это будет гуляш вкуснейший и просто вареные куски мяса. Вот. То есть мы на мега-газу, да, реально темно-коричневого цвета, сначала обжариваем мясо. Это можно делать просто на сковородке, обваляв в муке, неважно. У меня просто есть гриль, у меня есть уголь, у меня есть большая температура, поэтому я этим воспользуюсь. Мои хвосты супер жирные, с них капает жир, вытапливается, горит, даже если они слегка почернеют, ничего страшного, все это растворится и растушится в бульоне, дав только больше вкуса. Все это дело занимает примерно 10 минут, просто посмотрите на это. И выкладываем. Нам больше ничего не нужно, корка есть. Уголь в гриле есть, сейчас мы его используем. Осталось обжарить овощи. И все овощи тоже обжариваем до прозрачности, карамелизации, как пойдет, кроме чеснока. Чеснок не надо обжаривать, он пойдет такой весь сырой. У нас здесь его вот сколько у нас, собственно, чеснока. Две головки чеснока у нас очищено, но его обжаривать не надо. Я газ тратить не буду, у нас много... Дюша, чертов кот, что тебе надо? В каждом ролике, вот реально мы начинаем снимать, он припирается. На, хорошо, окей, Дюша, на. Будешь? Ты будешь морковку? Нет? Сельдерей? Будешь? Нет, ничего он не будет, поэтому мы просто это дело обжарим. Клевая функция чугунной сковороды, ее можно скоблить чем угодно. Она не антипригарная, ей вообще на все пофиг. Как только все овощички размякли, начали золотиться, вот такие, стали ароматные, жареным луком пахнет, самое время все закладывать в латку. Латка — это отдельная тема, сейчас я вам ее покажу. Это, друзья мои, латка моей прабабушки. Я понятия не имею, сколько ей лет, скажем так, она старше меня, и у нее уже нет ручки, я не знаю, когда она отвалилась, но, тем не менее, она служит своему делу.
Туда мы закладываем мясо. Несмотря на небольшой размер латки, туда влезает достаточно много всего. Особенно если утрамбовать. Вот так. Мясцо. Нормально так, лаврового листа, как для борщица. И острых перцев. Я даже не буду оттуда семки никакие вынимать, ничего. Просто острые перчики. Все наши овощички примерно ровным слоем, это не имеет значения. Вот так, со всеми шкварочками. Отлично. Ну и немного ключевой момент. Это все нужно залить какой-то жидкостью, в которой все это дело будет тушиться минимум 4 часа на микрогазу. У нас оно в гриле постоит до утра, часов там 8-9 или около того. Это может быть вода, но лучше бульон. Если у вас нет бульона, сваренного на костях, там все дела, здесь достаточно костей. Возьмите бульонные кубики. Не знаю, это не реклама, там любой фирмы все равно будет более вкусно. Там просто есть соль, перчик, глутамат натрия, получается вкуснее. Кто-то скажет, ты офигел, какие, это ж химоза сплошная. Может и химоза, но получается реально вкуснее. Я просто говорю, как вкуснее. Кажется, что места в латке почти нет, но влезает дофига жидкости. Моя тактика, как тактика грильмена, очень проста. Я добавлю где-то вот так несколько горстей угля, большого крупного угля. Закрою все это дело. Вот так, прямо у меня на кочерге висит. Все, закрываю все это дело. Сверху поставлю латочку. Даже, наверное, закрою латочку. Отлично. А теперь я закрою гриль и все это дело задушу практически полностью, чтобы микро-микро отверстие было для воздуха. То же самое я сделаю здесь. Микро-микро отверстие буквально вот так. Нужно, чтобы уголь еле тлел, но очень долго. До встречи утром, друзья мои. Посмотрим, что будет в нашей латочке в гриле через несколько часов. Привет, народ. Прошло часов 8 или 9 или 11. Короче, я не знаю, я не помню, кому вчера закончили, но в целом что происходило? Мы прекрасно выспались. И я проверил, один раз только встал, проверил, посмотрел, какая температура, но ничего не делал, потому что она была около 90 градусов, то есть идеальное, великолепное томление. За 12 часов я не подкладывал никакого угля, и, собственно, смотрите. Вот так у меня была приоткрыта забрала-поддувала, вот, совсем чуть-чуть, видите, это еле палец пролезает. И вот такая температура под 100 градусов, она держалась так всю ночь. И, собственно, вы можете посмотреть на уголь. Он вот там как бы прогорел и чуть-чуть тлеет. А что это у нас решетка так упала? Ну ладно. Ну, реально где-то сантиметр упарился, не больше. То есть это такой режим томления. Видите, побулькивает, но оно как бы конденсируется на крышке и падает вниз. Ничего, я не подливал ничего, не подсыпал, вообще ничего не трогал, часов 10, наверное. Вы посмотрите, какая густота, какая жирнота. Но картоху мы туда вряд ли запихнем, места практически нет, но вы помните, сколько там места. И посмотрите, просто мы можем из позвоночника пальцами вынуть косточку. Само собой, блюдо получается достаточно жирное. Настало время немного почавкать. Не знаю, как это назвать. Гуляш, суп, жаркое, не знаю, лагман без лапши. Кто-то, наверное, заметит, типа, друже, ну дофига жира же, очень жирно. Я картошку с говяжьим жиром люблю растопленным, но, например, у нас вот здесь за кадром не особо любители супер-мега такого 3-миллиметрового слоя жира, вот знаете, таких супер жирных овощей. Поэтому для них мы сделаем все очень просто. Мы, собственно, оставим это стоять буквально на 1 час на улице, жир застынет, мы жир снимем, останется только бульон, только овощи и только мясо. Но я съем так, с жиром. Ну и само собой, мы добавим за кадром картошку уже туда, дотушим,
Ну, потому что в кадр мы не можем, потому что туда не пролазит. Я сейчас пару тарелочек съем, и у нас будет место, чтобы засунуть туда картошку. Вот такое блюдо. И кажется, вроде говяжьи хвосты, но мясо очень нежное, очень вкусное, прямо мягкое-мягкое вот такое, с реально сильным говяжьим вкусом. Вот. Отличное блюдо. Я не знаю, как его назвать, мне в комментах напишут, наверное, это блюдо коренных кого-то, и на самом деле я сделал его неправильно. Не, народ, это просто вот были хвосты, был сельдерей. Кстати, сельдерей дает свой аромат, вкус, и мы все это дело растушили. Но тушить нужно долго. С вами был славный дружа Обломов. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.